Привет, меня зовут Нокс, и сегодня я расскажу вам о подозреваемом в убийстве миллионера, возглавлявшего одиозную страховую компанию United Healthcare. В загадочных тенях неаполитанских улочек скрывается история Луиджи Манджоне, человека, который из простого обывателя стал ключевой фигурой в одном из самых громких судебных процессов нашего времени. Кто он на самом деле? Невинная жертва обстоятельств или хитроумный преступник, давно играющий на грани закона? Приятного просмотра. Недавние события в мире криминала вновь привлекают внимание общественности. На этих выходных итальянский предприниматель Луиджи Манджоне предстанет перед судом по обвинению в убийстве Брайана Томпсона. Эта история, полная запутанных обстоятельств, началась несколько месяцев назад и вызвала бурю эмоций в обществе. Луиджи Манджоне, до недавнего времени известный филантроп и уважаемый бизнесмен, теперь сталкивается с серьезными обвинениями, которые грозят ему пожизненным заключением. На первый взгляд, безупречная репутация была разрушена резонансным обвинением, которое нельзя было игнорировать. Подробности дела остаются в тайне, но известно, что аргументы обвинения основаны на доказательствах, найденных на месте преступления, и показаниях нескольких свидетелей. Тем не менее, защитники Луиджи уверены в его невиновности, утверждая, что дело базируется на неподтвержденных данных и спекуляциях. Предстоящий суд станет ключевым моментом в судьбе Манджоне и тестом для судебной системы. Многие ожидают, что он раскроет правду о трагической гибели Брайана Томпсона. Этот процесс обещает быть долгим и сложным, и его последствия могут изменить жизни многих людей. Луиджи Манджоне оказался в центре громкого судебного разбирательства, которое захлестнуло внимание как федеральных, так и местных правоохранительных органов. Обвинение в убийстве и преследовании ставят его в крайне уязвимое положение. Полиция через тщательные операции и расследования собрала ряд улик против Манджоне. Эта доказательная база включает в себя записи с камер наблюдения, свидетельские показания, а также вещественные доказательства, найденные на месте преступления. Арест Луиджи Манджоне прошел на проспекте 5-й авеню после многочасового наблюдения. Спецназ задержал его в ходе операции, законченной в изысканном и роскошном стиле, в момент, когда он намеревался покинуть Манхэттен. Манхэттенский окружной прокурор готовит обвинительное заключение, полное детализированных улик и свидетельств. Они намереваются представить дело в штатном суде, ожидая, что это будет резонансный процесс, притягивая внимание как прессы, так и общественности. Вопрос только в том, сможет ли защита Манджоне опровергнуть предъявленные факты, или его ждет неотвратимо суровый приговор. Это дело обнажает сложность системы правосудия, где каждый элемент может стать решающим в судьбе обвиняемого. Луиджи Манджоне оказался в центре правового хаоса, который возник из-за взаимодействия федеральных и штатных органов власти. Обвиняемый в убийстве с возможными террористическими мотивами, он сразу столкнулся с двойной юрисдикцией. Эта ситуация лишь усложнила его защиту, требуя от его адвокатов разработки стратегий против разнонаправленных обвинений. Федеральные органы настаивали, что действия Луиджи равнозначны актам терроризма, поскольку его действия предположительно затронули интересы и безопасности нескольких штатов. Между тем, власти штата утверждали, что его действия должны рассматриваться как обычное убийство, что позволило бы им применить свой уголовный кодекс. Столкновение двух правовых систем привело к многочисленным задержкам и правовым спорам. Представьте себе запутанную паутину бюрократии, в которой как федеральные, так и штатные органы стремились использовать это дело для укрепления своего влияния. Луиджи Манджоне, возможно, не ожидал, что его имя станет символом для юридических дебатов о двойной юрисдикции, но все же оказался в эпицентре этого уникального противостояния. Каков будет исход его ситуации, никто предсказать не может. Но его дело наверняка останется в памяти как прецедент для будущих судебных разбирательств на стыке государственных и федеральных законодательств. Луиджи Манджоне, чье имя не раз мелькало на страницах судов и полицейских отчетах, оказался в центре пристального внимания федеральных властей. Не случайно он был помещен в федеральный центр заключения, а не на печально известный Рикерс-Айленд. Это решение вызывало вопросы у многих, кто следил за этой историей. Причина
по которой Манджоне был отдан именно под федеральную юрисдикцию, крылась в серьезности предъявленных ему обвинений. Луиджи подозревали в масштабных преступлениях, касающихся не только нарушения государственных законов, но и угрозы целостности и безопасности страны. Это были обвинения, от которых сложно было отвертеться, даже имея, как говорят, сильные связи. Федералы решили, дело Манджоне требует более строгого надзора и условий, которые мог обеспечить только федеральный центр. Здесь он пребывал под круглосуточным надзором, оторванный от привычной уличной вольницы. Каждый его шаг фиксировался, каждая мысль, казалось, подлежала контролю. Решение властей поместить Луиджи в подобные условия явно продиктовано не только стремлением к справедливости, но и желанием удержать под контролем того, кто слишком долго чувствовал себя неприкасаемым. Луиджи Манджоне всегда знал, что игра на грани закона может привести к фатальным последствиям, но его переполняло чувство неприкасаемости. Несмотря на то, что смертная казнь в штате Нью-Йорк была отменена еще в 2017 году, он рискнул, считая, что это лишь пугающий миф из прошлого. Однако федеральное правительство США обладает властью, выходящей за пределы штатов и их законов. Вмешавшись в дело Луиджи, федеральные органы начали вытаскивать на свет все его темные секреты. Обвинения, связанные с организованной преступностью и коррупцией, грозили Луиджи страшной перспективой столкновения с федеральными законами, где смертная казнь вполне могла быть рассмотрена. Луиджи понимал, если дело дойдет до суда, он может стать жертвой федерального правосудия. Его адвокаты отчаянно пытались предотвратить это, но машина закона двигалась неумолимо. Для Манджоне это стало испытанием судьбы, где ставки оказались слишком высоки. Вопрос о легкости применения смертной казни в стране, где она когда-то была повсеместной, неожиданно стал слишком личным для человека, который однажды думал, что находится выше закона. Важность открытости судебных процессов продолжает оставаться темой жарких дискуссий. Недавний случай с Луиджи Манджоне возродил этот вечный вопрос. Луиджи, оказавшийся в центре судебного процесса, привлек внимание не только благодаря своему делу, но и самим обсуждением формата суда. С одной стороны, люди, такие как Эрик Суэн и другие журналисты, утверждают, что прозрачность служит общественным интересам. Высокая степень публичности в их понимании позволяет обществу видеть правосудие в действии, что создает атмосферу доверия и уверенности в системе. Камеры в зале суда, считают они, способствуют повышению осведомленности граждан и укрепляют демократические принципы. Тем не менее, присутствие медиа может искажать восприятие участников процесса. Оказывается давление на свидетелей и экспертов, что иногда приводит к сенсационализму. Объективность передачи информации ставится под вопрос, когда яркие заголовки занимают место нюансов и деталей. В деле Луиджи Манджоне общественное мнение разделилось. Публичный процесс показал как сильные, так и слабые стороны системы. Мы находимся на распутье, где значение честности и моральной ответственности всех участников судебных прений имеет первостепенное значение. Вопрос остается открытым. Действительно ли камеры в суде помогают или создают лишние сложности? История Луиджи Манджоне начинается в тихих улочках Неаполя, где он взрослел, учился понимать жизнь и бороться за свои мечты. Он вырос без отца, на скромной улице, но с матерью, которая внушила ему веру в справедливость и честность. Луиджи, следуя заветам матери, переехал в Америку с надеждой построить лучшую жизнь. Энергичный и амбициозный, он шаг за шагом поднимался по карьерной лестнице в сфере управления здоровьем, пока не занял престижное место в престижной компании United Healthcare. Однако внезапная смерть Брайана Томпсона, генерального директора, нависла над Луиджи как темное облако, оставляя его в центре обвинений. Обвиняемый в убийстве, Луиджи отрицает все, утверждая, что стал жертвой дурных обещаний и среди безжалостного мира корпоративных интриг. Слова свидетелей и заинтересованных лиц звучат ядовитыми удавками на его теле. Но Луиджи продолжает смотреть вперед с надеждой на восстановление справедливости. Его сердце не знает, сколько судам потребуется мгновений, чтобы распутать этот сложный клубок, но он верит в лучшее, несмотря на угрозу вечности за решеткой. Заключение без права на свободу – это приговор, который он не собирается принимать как финал своей истории. Луиджи Манджоне вновь оказался в центре внимания, так как федеральные власти предъявили ему новые обвинения в терроризме.
Этот человек, чье имя уже давно ассоциируется с криминальной активностью, стал предметом расследования еще более глубокого и опасного. Изобличающие улики говорят сами за себя. Они включают в себя не только записи с угрозами, адресованными различным государственным учреждениям, но и детализированные планы атак. Луиджи всегда знал, как обманывать систему, и только его уверенность в безнаказанности потрясала еще больше, чем его преступления. Однако теперь, когда федеральные власти перешли в наступление с новыми свидетельствами, его положение стало особенно шатким. Проникновение в тайны его темной империи стало делом престижа для следователей, расширивших круг улик и свидетелей. Как человек, обладавший завидным умением скрываться в тени, он внезапно оказался в лучах прожекторов, разоблачающий его множество обманов. Будет интересно наблюдать, как Манджионе собирается ответить на эти обвинения и сможет ли он оправдать свое громкое имя в мире преступности, или все же его династия рухнет под натиском правосудия. Луиджи Манджоне, несмотря на возникающее общественное напряжение, демонстрировал в зале суда удивительное спокойствие. Его выдержка вызывала уважение даже у самых строгих критиков. Образ Луиджи становился символом протеста против сложившейся судебной системы. Люди выходили на улицы, чтобы поддержать его, считая, что за фасадом судебного процесса скрываются более глубокие и несправедливые механизмы. Вопрос о проведении психической экспертизы Манджоне приобрел политическую окраску. Многие считали, что это лишь способ затянуть судебный процесс и отвлечь внимание от реальных проблем. Каждое заседание превращалось в настоящую баталию, где адвокаты и представители общества спорили о том, насколько данное дело может стать прецедентом для будущих судебных разбирательств. Поддержка Луиджи росла с каждым днем, и на это влияли не только его личные качества, но и прозрачность, с которой он вел свою защиту. Он стал символом надежды на обновление и переосмысление правовой системы. Это дело стало темой для обсуждения не только в залах суда, но и на кухнях, в социальных сетях, в статьях журналистов, подогрев на интерес и желание перемен. Дело Луиджи Манджоне началось обыденно, да и думалось, что закончится оно без сенсаций. Однако вскоре адвокаты Луиджи проявили невероятную находчивость и настойчивость, стремясь изменить исход разворачивающегося судебного процесса. Их стратегия защиты сосредоточилась на идеях, которые вдохновляли Луиджи, подчеркивая идеологическую основу его поступков в надежде на смягчение наказания. На первый взгляд у прокуроров были неопровержимые доказательства вины. Улики включают оружие, а также различные записи, которыми интересовался Манджоне. Но, по мнению защиты, эти доказательства не столь однозначны, как кажутся. Адвокаты утверждают, что Луиджи руководствовался своими убеждениями, а не желанием нарушить закон. Они стремятся показать, что его действия следует рассматривать через призму идей и взглядов, которые могли быть благими, хоть и не всегда правильными. Суд, со своей стороны, теперь стоит перед сложным выбором, где заканчивается свобода идейного самовыражения и начинается нарушение закона. Ответ на этот вопрос может стать прецедентом, определяющим границу между внутренними убеждениями и нарушением общественного порядка. Луиджи Манджоне оказался в центре правового и морального вихря, где неясность его судьбы накалялась днем ото дня. В тихих кабинетах прокуратуры обсуждались новые улики, которые могли изменить ход дела, хотя исход все еще находился в тумане неопределенности. Каждый собранный кусочек информации стал ключом к потенциалу укрепления их аргументов в деликатной игре обвинений. Разоблачение недавно найденных доказательств драматически разделило общественность, усиливая сомнения и порождая бурные дискуссии. Между тем, адвокаты Луиджи разрабатывали тактику, чтобы раздавить позиции обвинения, сконцентрировав усилия на перекрестных допросах для выяснения слабых мест в предоставленных доказательствах. С каждым днем давление росло, требуя от защитников находчивости и стратегической гибкости, чтобы представить Луиджи в самом благоприятном свете перед судом. Город, изначально далекий от этого противостояния, теперь оказался в эпицентре, разделенный в поддержке и осуждении. Роль судьи превратилась в балансировочный акт между фактами и эмоциями общественности, ведь он должен был принимать справедливое решение под пристальным вниманием общества. Каждый шаг и каждое слово могли склонить чашу весов. Все замерли в ожидании.
Сможет ли судьба Луиджи проявить к нему благосклонность? Луиджи Манджоне, человек, вокруг которого сейчас закрутился вихрь неопределенности, переживает мандат судебной правды в мире, где каждое действие может стать поворотным моментом. Суд и адвокаты приложат максимум усилий, чтобы разобраться в этом непростом деле. А знаете, где еще нужны профи? В нашей команде. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота, ссылка в описании. И спасибо вам за внимание.